Ультрафиолетовое излучение очень вредно для глаз. Оно провоцирует не только ожоги сетчатки, но и более серьезные заболевания, приводящие к сильному снижению зрения. Главная задача солнцезащитных очков – защита глаз от солнечных и ультрафиолетовых лучей. Из этого выпуска вы узнаете о том, как выбрать солнцезащитные очки хорошего качества, которые обеспечат надежную защиту в солнечный день. Существует несколько видов солнечного излучения. С точки зрения медицины различаются они природой возникновения и степенью воздействия на зрительные органы человека. Около 40% излучения относится к категории видимого. Оно помогает различать цвета спектра и не опасно для глаз. Примерно 50% солнечных лучей являются инфракрасными. Именно благодаря инфракрасному излучению человек ощущает тепло солнечных лучей. Оставшиеся 10% излучения являются ультрафиолетом, который не видим для глаз. В зависимости от длины волны солнечное излучение подразделяется на несколько категорий, которые имеют следующее обозначение: UVA – длинноволновое, UVB – средневолновое, UVC – коротковолновое. Самое опасное излучение – длинноволновое. Его диапазон составляет от 315 до 400 нанометров. Оно активно воздействует на хрусталик, из-за чего он утрачивает прозрачность и приобретает желтоватый оттенок. Часто это становится причиной развития катаракты. Средневолновое излучение менее опасно, оно находится в диапазоне от 280 до 315 нанометров. Только малая его доля доходит до поверхности Земли. Средневолновое излучение поглощает роговицы глаза. Это приводит к утрате оптических свойств. Наиболее безопасно коротковолновое излучение, которое составляет от 100 до 280 нанометров. Его большая часть задерживается озоновым слоем. Фотокератит, снежная слепота, синдром сухого глаза, катаракта, птеригиум и целый ряд других заболеваний органов зрения вызываются ультрафиолетовым излучением. Но больше всего от воздействия интенсивного солнечного излучения страдает хрусталик, естественный фильтр ультрафиолета. Он практически полностью поглощает световые лучи, длина которых составляет от 315 до 400 нанометров. Из-за этого разрушаются белковые соединения хрусталика, изменяется структура элементов зрительного аппарата. Соответственно, вопрос о целесообразности использования солнечных очков отпадает сам собой. Использовать солнцезащитные очки следует всем без исключения, но особенно внимательно к их выбору должны относиться люди, находящиеся в группе риска и максимально подверженные влиянию ультрафиолетовых лучей. В свою очередь, окулисты настоятельно рекомендуют носить солнцезащитные очки людям, которые регулярно принимают мочегонные препараты и транквилизаторы. Компоненты, входящие в состав этих лекарственных средств, повышают чувствительность глаз к свету и снижают блокирующие свойства хрусталика. Для таких людей солнцезащитные очки – не стильный аксессуар, а необходимая защита глаз. Также это относится к жителям солнечных регионов, обладателям светлых тонов радужной оболочки, людям, которые перенесли операцию по удалению катаракты, пациентам, прошедшим лечебный фотодинамический курс, спортсменам, которые много времени проводят на солнце, любителям солярия. Как же разобраться в многообразии очков, продающихся на полках магазинов, и выбрать надежную защиту для глаз? Во-первых, на дужке очков или на ценнике всегда должна быть указана их категория. Категория косметический – это просто модный аксессуар. Поглощающая способность у них невысока, и рассчитывать на полноценную защиту глаз в таких очках не приходится. Очки категории General обладают хорошими защитными свойствами, но только от неинтенсивного солнца. Их можно носить в климате средней полосы. Надпись High UV Protection гарантирует повышенную степень защиты. Такие солнцезащитные очки предназначены для путешествий в южные страны и отдыха на пляже, а также незаменимы в горах и любом другом месте, где много солнца и снега. Самый идеальный вариант для солнцезащитных очков – это стопроцентная блокировка ультрафиолетовых лучей. Такую защиту обеспечивает обозначение UV400 на заушинке. Эта цифра гарантирует, что очки препятствуют всем лучам ультрафиолетового спектра с длиной волны до 400 нанометров. Минимально допустимым значением, согласно ГОСТу, является UV380. Еще один важный параметр для защиты от ультрафиолетовых лучей – фильтр светопропускания стекол. Он также указывается либо на заушинке солнцезащитных очков, либо в их сертификате и делится на следующие категории: 0 – пропускание от 100 до 80% света,
ним относятся обычные очки с прозрачными линзами, ночные модели для водителей, спортивные и защитные очки, которые используются при отсутствии яркого освещения. 1. Пропускание от 80 до 43% света, очки с довольно светлыми линзами, которые можно носить при слабом солнце в городе или довольно пасмурной погоде на курорте. 2. Пропускание от 43 до 18% света. Это средние по затемненности очки, они предназначены для умеренно солнечной погоды, переменчивой облачности и прекрасно подходят для вождения за рулем. 3. Пропускание от 18 до 8% света. Такие очки – серьезная защита от яркого света. Идеальны для отпуска в странах, где много солнца, а также автолюбителей. 4. Пропускание от 8 до 3% света. Максимально затемненные линзы ограждают от ослепляющего света на море или на заснеженных вершинах гор, а для вождения они уже не подходят, в них сложно различить цвета светофора. Что касается главной составной части солнцезащитных очков линз, традиционно их делают из стекла или пластика. Стеклянные производятся из сплава кремния с иными неорганическими оксидами. Такие линзы обладают отличными оптическими свойствами, но при этом они хрупкие и тяжелые. Основной минус стеклянных линз заключается в том, что они блокируют ультрафиолет только частично. Гораздо лучше с этим справляются их полимерные аналоги. Они удобны при производстве, легко окрашиваются, это свойство позволяет экспериментировать с разными оттенками. Полимерные линзы рекомендованы для ношения детям, так как отличаются высокой ударопрочностью. Их можно поцарапать, но сложно разбить, а потому они менее травмоопасны. Даже если солнечные очки будут повреждены, они не травмируют глаз ребенка. Линзы по своим свойствам могут быть обычными затемненными, поляризационными, фотохромными. Поляризационные популярны у рыбаков и любителей отдыха на воде, так как не пропускают отраженный от поверхности свет. С такими линзами все видно более контрастно и острота зрения выше. Фотохромные линзы под воздействием ультрафиолетовых лучей темнеют, а в помещении становятся почти прозрачными. Это хороший выход для тех, у кого плохое зрение. Такой вариант освобождает от необходимости приобретать две пары очков для помещения и солнцезащитные с диоптриями. Оттенок стекол у солнцезащитных очков может быть любой – черный, коричневый, серый. Замечательно отражают солнечные лучи зеркальные линзы. А вот очки с розовыми, голубыми, оранжевыми, зелеными, желтыми стеклами с этой задачей не справляются. Поэтому допустимо их носить в пасмурную и облачную погоду, да и то только как стильный аксессуар. Подбирая себе солнцезащитные очки, также стоит учитывать качество окраски линз. Она должна быть равномерной. На затемнение линзы должны быть нанесены с одинаковой интенсивностью по всей площади. Не стоит выбирать очки, которые имеют затемнение только в верхней части. Такие модели могут недостаточно хорошо поглощать ультрафиолетовое излучение. Это приведет к быстрой усталости глаз. Помимо сказанного выше, при выборе солнцезащитных очков важно принимать во внимание и надежность всей конструкции. Насколько хорошо открываются заушинки, как прочны крепления, удобны ли носоупоры. И, наконец, несколько слов о бюджетных моделях очков, которые, как правило, не обеспечивают хорошую защиту от ультрафиолета, а только снижают интенсивность света. Носить некачественные солнечные очки даже опаснее, чем вообще обходиться без них. Оказавшись на солнце в таких очках, вы рискуете получить ожог, заболевания сетчатки и другие очень неприятные последствия. Некачественные очки не защищают от ультрафиолетового излучения, но линзы в них все же создают эффект затемнения. Зрачок расширяется и пропускает еще больше вредного ультрафиолета. Не рискуйте своим здоровьем, покупайте защиту от солнца в проверенных местах. И в заключении пару слов о пасмурных днях и зимнем солнце. Пасмурная погода не повод оставить дома очки от солнца. Облака пропускают лучи средневолнового диапазона, которые опасны для зрительных органов. Из-за этого часто ухудшается самочувствие, возникают головные боли и слезятся глаза. Лучи солнца опасны не только летом, но и зимой. Многие люди не знают об этом, поэтому думают, что стоит покупать очки только для теплого времени года. Однако зимнее солнце такое же опасное, как и летнее. Снежный покров, ледяная гладь, мокрое дорожное полотно отражают ультрафиолет. А значит, даже в холодное время года следует подобрать солнцезащитные очки. В то же время нельзя и злоупотреблять ношением очков. У человека, носящего их, весь день глаза слабеют и уже не могут оставаться без защиты. Носите очки только тогда, когда это действительно необходимо.
Снимайте их в помещении и периодически давайте глазам отдохнуть во время длительной прогулки. Еще лучше, если при снятии очков вы будете делать специальную гимнастику для глаз. Берегите свое зрение и носите очки не дольше 2 часов в день. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!